Кевин, я слышал, что вы после карьеры бодибилдинга, в нескольких статьях я слышал, что вы сказали, что вам жаль было, что вы не использовали тренировки по кроссфиту. Почему они вам кажутся сейчас такими необходимыми в развитии в таком виде спорта, как бодибилдинг? I think CrossFit is so essential because CrossFit, you have to be an athlete, a moving athlete. You know, some bodybuilders, they do not want to run, they don't want to jump. I believe that CrossFit is also very important for overall conditioning because when you're on a stage as a bodybuilder, you have to be able to move, you have to be able to pose, and you have to be able to be conditioned. Я думаю, что кроссфит важен, поскольку для атлета очень важно двигаться. Некоторые бодибилдеры, они не бегают, они не прыгают. Я считаю, что кроссфит важен для общего состояния здоровья, для общей физической формы. Когда вы на сцене, то бодибилдер, он должен двигаться, он должен позировать красиво, поэтому кроссфит важен. Добрый день, Кевин. У меня два вопроса. Я в первую очередь благодарен за то, что ты приехал в Россию и предоставил всем своим фанатам такую возможность. Итак, первый вопрос – это расскажи о своих тренировках, хотя бы вкратце, и питании в начальные годы, там первые 5 лет своих тренировок. Yeah, good question. Отличный вопрос. Take a long time to answer that question. Много времени, чтобы ответить на этот вопрос. I think nutrition is pretty much straight and straightforward. I keep my nutritional program really basic and strict. For me, I eat high protein, medium carbohydrate, and a very low fat diet. When I train and when I compete for a competition, it pretty much stays the same. I've always followed the same nutritional program my whole entire life. I never changed it from when I was an amateur to professional. It was always the same. For me, protein, fish, no steak. I like fish because fish is easier to digest. Also, for me, vegetables, mixed steamed vegetables, and then rice. This is what I ate when I was preparing for competitions and training for Mistera Olympiya. Знаете, я придерживаюсь базовой программы питания. Я ем продукты с высоким содержанием протеина и со средним уровнем углеводов. И когда я готовлюсь к соревнованиям, я практически не меняю свою программу питания. Всю жизнь у меня приблизительно одно и то же питание, начиная с момента, когда я был аматором, и до того, как я стал профессиональным спортсменом. Что касается продуктов с высоким содержанием протеина, то это рыба. Я не ем стейки вообще. И так как рыба, она легче для того усваивается, она легче для вашего желудка, ему проще ее переварить. Ем разный микс овощей на пару, ну и рис. У меня такого рода вопрос. Относительно недавно Арнольд Шварценеггер высказал мнение, что люди его эпохи, золотой эпохи бодибилдинга, выступая на соревнованиях, всегда бежали в вакуум и никогда не были пузатыми, скажем так. My opinion is the same as, Arnold Schwarzenegger's opinion about the sport and about the way the bodybuilders are looking now. I think all the fans and everyone here agrees, what the sport is missing and what physique should look like. Bodybuilding is about lines. It's about symmetry and shape and everything flowing.
Я соглашусь с мнением Арнольда касательно того, что он говорит по поводу спорта и бодибилдинга, и я думаю, все вы здесь и все фанаты согласятся, прекрасно понимают, чего не хватает на сегодняшний день бодибилдингу. Бодибилдинг — это прежде всего линия, это симметрия, это форма. But we can't really blame the bodybuilders. We have to blame the judges, because the judges is the ones who pick these guys to win. Но я бы хотела сразу сказать, что не надо винить бодибилдеров, надо винить судей, потому что именно эти судьи выбирают тех, кто выигрывает. So in order to control it, you have to follow the rules. So if they stop letting the bodybuilders with the extended guts win shows, then we won't have this problem. It's like no different than the law. If you break the law, then you're going to be punished. You shouldn't be rewarded for breaking the law. If you start rewarding people for breaking the law, then you're going to have more criminals in the world. So same thing with bodybuilding. If you start rewarding bodybuilders for having big bellies and being bigger and bigger and bigger and massive, you're going to have more bigger and bigger and massive. It's going to get out of control. And I think that's what happened. Я считаю, что мы не можем винить бодибилдеров, и мы должны контролировать ситуацию и следовать правилам. До тех пор, пока судьи выбирают ребят с бодибилдеров с большими животами, с большой массой и отдают им призовые места, до тех пор мы будем видеть этих ребят на сцене. И я считаю, что это нарушение правил. Это то же самое, что вы нарушаете закон, а вас за это вознаграждают. Поэтому, если мы будем нарушать закон и получать вознаграждение за это, да, то у нас увеличится уровень преступности. Соответственно, и здесь, когда спортсмены с большими животами, с большой массой чрезмерной получают призы, на следующих соревнованиях мы видим спортсменов с еще большей массой, с еще большими животами, и вот так вот появляется тенденция. На твой взгляд, кардио эффективнее делать с утра на голодный желудок, да? Либо после силовой тренировки? И второй вопрос. Okay. I'm gonna answer that question, but first I'm gonna let Alex answer. Then she can answer, and then I will give her my opinion. Мы все втроем I just want to see how we think. Мы все втроем выразим мнение по поводу. Because everyone thinks different, У каждого свое мнение и у каждого свое мышление, поэтому мы все вам I can give you my точки зрения. opinion, but my opinion is just my opinion. Because my body is different than yours, her body is different, we're all different. So let's take different opinions, and then we'll see. Я потом поделюсь в конце своим мнением, поскольку у каждого свой организм, у каждого свои нагрузки. Просто каждый из нас скажет, что он думает по этому поводу. Okay, Alex. Кардио я, например, делаю по возрастающей. Начинаю после силовой тренировки за 12 недель до турнира. Каждую неделю прибавляю по 5 минут, и затем за 8 недель кардио уже на голодный желудок от 40 минут до часу. И за 4 недели прибавляю кардио еще к силовой тренировке. То есть 2 кардио-тренировки, утром час на голодный желудок, и после силовой тренировки вторая тренировка кардио, получается полчаса. Пульсовая зона, где-то 170 минус возраст обычно считается, то есть в районе 140-150, чтобы потеть, чувствовать нагрузку. Мое мнение по поводу кардио, у меня перед соревнованиями за 4 месяца, мне кажется, не относится только к бикини, относится и к бодибилдерам. За 4 месяца обычно кардио после тренировки, 20 минут короткое, интенсивное, и утром натощак час. Тоже в зоне пульса где-то 140-170. Yeah. So I think we have similar, the most effective cardio in the way that I do cardio is like Diana. In the morning, on an empty stomach, when your blood sugar level is at its lowest point, then your body will start burning fat for energy once you figure out your target heart rate zone for burning fat.
So for me, I would do this 45 minutes in the morning, only 6 weeks out from a show. In the morning, every day. И второй вопрос. Итак, у нас мнения похожи. Наверное, мой метод все-таки ближе к методу Дианы. Я делаю утром на голодный желудок, потому что после того, как вы поедите, сердце начинает помогать вам сжигать жир. И поэтому я считаю, что самое эффективное кардио это на голодный желудок. Так что я делаю утром 45 минут. И за 6 недель до шоу я делаю каждый день. So, this is only for extreme bodybuilding, you know, to get ripped and cut and shredded. Это только для таких, так сказать, суровых, экстремальных бодибилдеров, когда вы хотите очень четкие очертания и иметь красивые линии. High intensity cardio builds your conditioning for your heart. It allows you to have more oxygen, more air. High intensity doesn't build muscles. It burns calories from everywhere. High intensities, Lance Armstrong, you know, boxers, fighters, high intensity, because they need the cardio, the wind. You know, this is for the heart, to be strong. Что касается кардио высокой интенсивности, то это направлено на поступление большего количества кислорода для вашего сердца, и оно будет сжигать калории абсолютно со всего вашего организма. Как правило, кардио высокой интенсивности используют боксеры, поскольку им нужно много кислорода во время бокса. То есть кардио высокой интенсивности направлено на сильное сердце. So, for bodybuilding, for holding only burning fat, cardio, only burning fat is low intensity on an empty stomach when your blood sugar level is at its lowest point and you're doing cardio in your targeted heart rate zone. For burning fat, your body will eat the fat for energy. So it's controlling where the energy is coming, where the fat, what energy source you're burning. Для бодибилдеров более полезно, более применимы кардио низкой интенсивности, поскольку в этот момент будут сжигаться жиры. И это на голодный желудок важно, потому что в этот момент уровень сахара в крови находится на минимальной отметке. И таким образом получается контролировать свое тело и сжигать жиры по максимуму. Вот у тебя было 2 серьезных травмы. Разрыв грудной мышцы и грыжа в паховой зоне. Скажи, пожалуйста, как ты восстанавливался? Вот, и какое восстановление у тебя идет сейчас, как ты восстанавливаешься после тренировок? Может быть, какое-то спортивное питание отдельное, либо там пониженные нагрузки на тренировках? Yeah, I have a mental trauma also from never winning the Mistera Olympiya. У меня также есть еще одна травма психологическая из-за того, что я никогда не выиграл Мистера Олимпия. So no, just joking. Это шутка. Okay, I think you know, when you have an injury, as I did, I tore my pectoralis major and minor and snapped my tendon in half. Nutrition is very important about healing. You know, protein and what you eat, what you put in your body is gonna make you heal faster. So for me, when I had these injuries, I really focused, number one, on my nutrition. I cleaned my diet up. I had less fat that I was eating so that my muscle fibers could heal with good quality protein and things that they needed to heal. When you have an injury, you have to feed the muscle because the muscles are made of a protein source. So when you have an injury like me, that dangerous, I immediately adjusted my protein, cleaned my diet up, and I healed very, very fast.
Первое, что необходимо сделать, это сбалансировать питание. Питание, когда у тебя есть травмы, очень важно. Учитывая то, какие у меня были травмы, да, мышцы, они наполнены протеином. Соответственно, для того, чтобы они побыстрее выздоровели, то им необходимо добавить протеина. Поэтому, когда у меня случились травмы, я стала есть минимум вообще жиров и сфокусировался на том, чтобы как можно больше употреблять протеина, и мои мышцы очень быстро зажили. Вот, существует ли сейчас ваша группа футбол? Проводите ли какие-то концерты? И почему вы не взяли с собой, допустим, гитару на выставку, там, не знаю, и не сыграли нам какую-нибудь песню? Actually, yeah, I was in Ireland. We were in Hungary. We were in Hungary, Prague. That's Hungary, right? Yeah, right? Prague is in Hungary, right? Czech. No, Czech is Prague, right? Prague is good. Okay, so I was in Hungary, and 2 months ago my band played. Yeah, we played there live, and I just released a single. But yeah, I still do the music. I love music. It's a part of my life. Thank you very much for the question. Glad you like Burning Bridges and Castaway. Yeah, taking all I can take. There's a lesson I must learn. Right? So, yeah, man. That's good times. I like that. I think Phil Heath is going to start, he said he wants to start playing the guitar and everything. So maybe we can have a Mr. Olympia bodybuilding band, you know? Me, Phil Heath, maybe who else? Kai Green, he's a really exciting guy. So, but yeah, thanks. We'll take 2 more questions. Я был, не помню, то ли в Праге, то ли в Венгрии, неважно, но я помню там, что мы давали концерт, и я буквально недавно выпустила сингл, я обожаю музыку, я по-прежнему продолжаю заниматься музыкой, мне очень приятно, что вам понравился трек Burning Bridges, и мне нравятся те времена, когда я больше занимался музыкой. И не знаю, мне кажется, что Фил Хит тоже там что-то подумывает о том, чтобы заняться музыкой. Может быть, мы могли бы сделать такой бэнд Мистера Олимпия бодибилдеров и выпустить какой-то совместный сингл. Мы бы взяли в команду Кевина, он такой веселый парень. Кевин говорил, что готов вернуться на сцену, если сделает хорошую форму. Хотел узнать, как прогресс идет. I never really said that I would ever compete. I didn't say that I'm going to compete at the Mr. Olympia. I didn't say that I never picked a show that said I wanted to do it or anything like this. All I've ever said was I miss the sport of bodybuilding. I miss competing. This is all I've ever said. But when I go in the gym and I start training and my fans see me get big, automatically they want me to go on stage because they miss the Maryland Muscle Machine, full blown in the house, baby, right? So they miss this, you know, because today, again, you don't see the personalities or whatever on stage. So my fans want me to do it and encourage me about doing it. For me right now, number one is my son, being a good father to my son, and the second thing is business. You know, when you have a nutritional company and you have a business, it's hard to do bodybuilding because bodybuilding at that level is 100% of your time. When I competed for the Mr. Olympia, I didn't do anything else for 4 months. I just went to the gym, I trained for 4 hours a day, I ate 8 times a day, I slept 10 hours a day, every day for 4 months. I didn't do anything else. But I owned a gym and I was a businessman and I had health clubs. So that's why I would only work out 4 times a year, because the other 6 months I had to focus 100% on my business and not bodybuilding. So for now, I have a business and I have a son. So this is the most important thing for me. Я никогда не говорила однозначно, что да, я собираюсь вернуться и собираюсь снова выступать. Вот. И я никогда не говорила, что я буду выступать на Мистера Олимпия или на каком-то еще соревновании. Я говорила, что я скучаю по спорту, что я скучаю по соревнованиям. И
когда я хожу в зал, тренируюсь, и фанаты видят, что я становлюсь все больше и больше, приобретаю форму, они сразу: о, да, значит, он вернется, потому что они скучают по мне. Сейчас в спорте нет ярких личностей, и, конечно, они хотят, чтобы я вернулся, так что это все разговоры фанатов. И для меня самое важное на сегодняшний день на первом месте — это мой сын. Я хочу быть хорошим отцом и уделять максимум внимания своему сыну. А на втором месте для меня бизнес. Бизнес отнимает огромное количество времени, и моя компания по производству спортивного питания очень важна. И когда я готовился к Мистеру Олимпии, то я тренировался 4 месяца, и кроме тренировок не делал ничего. То есть я 8 раз в день питался, 10 часов в день спал, и так на протяжении 4 месяцев. То есть, когда вы являетесь профессиональным спортсменом, вы ничем больше не можете заниматься, у вас ни на что больше не хватает времени. А сейчас для меня по-прежнему на первом месте мой сын и на втором месте бизнес. Вот скажи, Кевин, тебе полтинник? Как нужно вообще жить? Что нужно делать, чтобы выглядеть в 50 так, как ты выглядишь? For me, I thank God, man. You know, I thank God. I don't eat a lot of food, honestly. You've been with me. You've been with me. Sometimes. Yeah, you've been with me. I mean, I just don't eat a lot of food. When I do eat, I eat clean. I eat fish, and you know, drink some good vodka, man. Я каждый день благодарю Бога, и если серьезно, то я не ем много пищи, я стараюсь есть здоровую пищу, ем рыбу, ну и важно пить качественную водку. So thank you guys. Thank you. Спасибо.